Всем привет! Привет! Вы на канале «Из города на дачу». И в этом видео вы увидите, как мы смастерим декоративную поделку для сада своими руками. Я постараюсь сделать полезный подарок для своей тещи. И еще много всего интересного ждет вас в этом видео. Всем приятного просмотра! Но начнем мы с самого главного, с кроватного столика для Викочкиной мамы. В качестве поверхности мы возьмем такую фанеру. У нас есть несколько листов. А для ножек применим доску 80 на 20. Ширина фанеры у нас 23,5 сантиметра. Скорее всего, этого будет мало, чтобы, например, поставить ноутбук и еще рядышком кружку кофе или чая. Поэтому сейчас я закреплю на столе торцовочную пилу, и мы на одной из фанер заберем сантиметров 10. Отмеряем 10 сантиметров. Так, вот они. Ну вот теперь 34 сантиметра, думаю, будет вполне достаточно. Забыл включить камеру, но здесь я промазал два торца клеем по дереву Момент Столер. Очень мне нравится, это не реклама, просто личный опыт. Сколько раз я его использовал, всегда он меня очень радует. Замечательный клей. Дерево соединяет вообще супер. Поэтому, если будете пользоваться, пользуйтесь, не пожалеете. А снизу еще дополнительно скреплю вот такой планочкой и маленькими гвоздями. Теперь скреплю струбцинами и пусть высохнет. Так, чтобы это все выровнялось и было ровненько. Ага, ну нормально. И вынесу на солнце. Вот так вот. Но пока поверхность подсыхает, подумаю, какой высоты сделать вот столик, чтобы он и аккуратный был, и не горбится. Да, какая здесь? Так, ну на ноги 20 сантиметров. Так, ну, думаю, сантиметров, так, 28, наверное, будет нормально. Да? Удобно будет сидеть, смотреть. И если ноутбук или планшет, то тоже не сильно вниз надо нагинаться. Короче, ножки 28 сантиметров. Если не под углом будут, то, наверное, все 30 сделаю. Если что, отпилить легче, чем доточить. Ножки у нас 4. Также сделаю, наверное, под углом. Вот у меня такая заготовочка 30 градусов. Ну, наверное, это будет сильно в сторону уходить. Поэтому градусов 25 возьму, попробую. Думаю, этого должно быть достаточно.
Вот такие 4 ножки идеальных получились. Смотрите, вообще одинаковые, и это здорово. Так что теперь немножко их зашлифую наждачкой, и можно будет крепить к столику. Ножки мы будем крепить примерно вот так, сантиметров 7 от краю. Но здесь надо нам еще тоже такой упор сделать. Такие небольшие брусочки. Один край под 45 отпилю, а второй под 22,5, как мы сделали вот здесь. А ну теперь оцените. Вот ножка будет и такая упора. Отлично, да? Так будет держаться, ничего не сделаешь. Сейчас тоже здесь проклею клеем все ножки и, наверное, на саморезы. На 2 штучки. Оттуда и оттуда запущу. Мажем опять клеем. И закрепляем саморезом. Так что прямо аж залезла в само тело древесины. Эта поверхность все равно, наверное, еще саморезиками для дополнительной такой стабильности скручу. Кто долго смотрит наше видео, знает, что здесь у нас находятся такие планочки, потому что мы снимали их со старой мебели. Кто смотрел старое видео, тот помнит. Вот. Тоже думаю по краям их сделать. Такие есть коротенькие, а есть подлиннее. Сейчас тоже подровняю на пиле их. И так по краю помещу. Вот такие 4 штуки получились по краям. Такая своеобразная рамочка. И также посередине. Вот, это закрою эту щель. Ну, вначале возьму еще шпаклевку по дереву и замажу тут, где саморезы и такие неровности. Потом зашлифую и буду это все клеить. Хотим показать вам, какая чудо-роза растет в нашем дворе. Она такая прекрасная и имеет бесподобный аромат. И своей красотой она украшает наш такой страшненький дворик. Не знаю вообще, как она здесь растет. Она растет на погребе среди глины и камней. Удивительно. И, кстати, мы пробовали ее пересаживать. Вот не получается. Возможно, когда мы будем перекладывать этот погреб, может быть, тогда как-то получится отделить уже основные вот веточки с корнем и пересадить. А пока так. И, кстати, отцветает она очень быстро. Цветет дня 3, ну 4 максимум. Вот сегодня мы с вами сейчас полюбуемся ею, но еще завтра. А послезавтра она уже отцветет. Ну, хоть 4 дня, но такая красота и бесподобный аромат. Здесь есть несколько нераскрытых бутончиков. Я хочу их сейчас насобирать. Мне нужно их высушить для поделки. Ну, поделку я покажу немного позднее. Так, вот еще бутончик. О, видите, как осыпаются лепестки. Решила здесь на подоконнике в коридоре разложить их, чтобы они высохли. Это идеальное такое место. Здесь солнышко бывает. О, какая красота. Ну а теперь остается только все собрать. Собрать наш конструктор. Я так люблю, когда уже все сделано, и остается только там докрутить, подклеить. Это самая интересная часть работы. Так, сейчас все выставлю. Ага, вот так оно будет. И теперь остается только намазать клеем. Клей по дереву.
Кстати, вот эта планочка, она не просто закрывает щель, а это еще будет подставка для планшета. Вот такую спинку сейчас тоже сюда приклею, и планшет будет ставиться. Ну, представьте, что это планшет, да? Так раз, поставили, и он стоит на своем месте, никуда не девается. Это тоже сюда приклею. На двух ножках будет держаться. Вот так. Ну а теперь клеим и прикручиваем ножки. Так, раз. Вот они, 4 ножки. Раз, два. Три. И 4. Вот такой красивый получился столик. Стоит уверенно и, как говорится в мультике, не шатается, и века простоит, не шелохнется. Поэтому осталось только зашлифовать мелкие неровности и позвать мастера по покраске. Это у нас отлично делает Викочка. И вот ножки. Я тоже, видите, это я привинчивал саморезами. Потом замазал шпаклевкой по дереву. Все равно нужно немножко зашлифовать. Ух ты! Классно у тебя тут Понравилось? получилось. Да, мне понравилось. Я уверена, что и маме тоже очень понравится с папой. Нужно еще покрасить. А я не Крепкий. могу. У тебя это всегда лучше получается. Смотри, есть такие две краски, я уже подумал. Есть палисандр темная, вот, и меловая бежевая. Я не знаю, какая будет лучше. А давай покрасим его полностью вот в светлый цвет. Давай. Ну и как обычно, в начале наше изделие мы покроем вместо грунтовки акриловой эмалью. Ну а потом покрасим цветной краской. Это очень густая, плотная краска. Она сейчас перекроет все наши здесь погрешности, разноцветности. Вначале мы, конечно, хотели скомбинировать два цвета. Это бежевый и палисандр. Но чтобы это изделие, этот столик, хорошо сочетался с интерьером, с мебелью родительской спальни, мы решили выкрасить его в один цвет, бежевый. Так он будет лучше сочетаться, подходить под весь интерьер комнаты. В однотонном варианте этот столик смотрится намного симпатичней, но многие из наших зрителей знают, что белый цвет для меня это как-то вот не мебельный вовсе цвет, поэтому придадим ему оттенок, цветной оттенок, такой бежево-серый. Он часто у нас на канале появляется. Краска, которую мы покупаем, здесь он называется грейдж. Краска, которую я использую, она очень плотная, хорошо краска ложится, но я нанесу ее в два слоя, потому что одного слоя недостаточно, видны некоторые вот пробелы. Ну, обычно для хорошего окрашивания так и нужно наносить 2-3 слоя краски.
Кстати, некоторые нам писали, что YouTube не рекомендует им наше видео, хотя они и подписаны на наш канал. Поэтому подписывайтесь на Telegram. Там мы всегда оставляем ссылочки на новое видео. Или же, когда вы подписываетесь, то также ставьте уведомления, колокольчик нажимайте, чтобы все уведомления вам приходили. Еще сегодня хочу немного помочь нашей соседке с огородом. Она женщина одинокая, не всегда справляется. И тоже огород у нее зарос. Думаю, возьму сейчас наш мотоблок. Я уже научился на нем работать. И немножко вспашу, чтобы она могла посадить, не знаю, там картошку, гарбузы или что-то еще. Видим, что на огороде много травы. И тоже, наверное, несколько лет его никто не перепахивал, не обрабатывал. Но думаю, как раз такую соточку возьму ровненько. Там 10 на 10 или 8 на 8 вспашу, и тогда она сможет что-нибудь посадить. Вначале уберу вот эту... Вначале уберу эту сухую траву, чтобы она не наматывалась на фрезы, и мне было легче. Ну и земля тогда будет лучше. Сейчас это поубираю быстренько и приступлю к работе. Сегодня будет настоящее испытание для моего хуторенка. Потому что трава заросла вообще. Вот так я приловчился. Сам меняю фрезы. Делать это легко с помощью стулочки такой. Вот. Кстати, некоторые писали в комментариях, что если работаешь по такой трудной сухой земле, то лучше затачивать фрезы. Но я этого делать не стал, потому что смотрю, они и так по ходу потихоньку затачиваются. Думаю, зачем портить хорошее железо, если оно и так постепенно заточится. Через год-два будет такое же, как если бы я сам его сделал. Так, одеваю шпильку, заводим и поехали работать. Как обычно, вначале на первой скорости попробую, как он себя поведет, и пойду дальше. Так. Не, надо сошник ниже опустить. Ой, тут земля еще хуже, чем у меня была. На вторую. Ну, на второй, может, еще и пойдет. Так, по несколько раз пройдусь туда-сюда. Вначале так взрыхлю. Хотя бы верхний слой беру. А потом, думаю, ему будет полегче. Да. Здесь земля явно похуже, чем у нас. Потому что мы каждый год у себя вспахивали. А здесь, наверное, года 3-4 никто не пахал. Так, ну на второй скорости я уже хорошо прошелся. Теперь на третью переключусь. Надо газку немножко больше дать. На третью переключусь и хорошо всю траву перебью. Потом она немножко потухнет и можно будет соседки садить. О, вот эта вещь. Эта скорость мне больше всего нравится. Вообще, Формула-1 отдыхает. Все, небольшой участочек сделан. Теперь она сможет посадить картошку, потому что говорила, у нее такие уже глазки повырастали, отростки эти. Поэтому не знаю, будет она рада, не будет, но я радый. Ладно, теперь сейчас переобуваюсь и иду домой. Так, трава намоталась на фрезы. Хорошо, что мы такой более мощный мотоблок взяли. 7,8 лошадиных сил. Хотя мне некоторые говорили, что для своего участка и 6 хватит.
Ну, не знаю, может и хватит, но лучше пусть будет с запасом, верно? Хуторенок мой, молодец. Справился сегодня с поставленной задачей. Земля сухая, поэтому мотоблок припадает пылью, грязью. Так я с помощью пылесоса обратной стороной продуваю, выдаваю всю пыль. Кстати, я хочу рассказать, как я поработал пару дней с ним. Все вроде бы нормально, все работал. А потом на следующий день встаю, не заводится. Уже и там смотрел, и там свечу выкрутил. Нормально, все чисто, я не знаю, что делать. Посмотрел в Ютубе, и там один мужчина подсказал, что, возможно, это все дело в этом датчике уровня масла. Возможно, я когда работал, немножко переклонил, и вот оно что-то тут сбилось. Но я же думаю, ну все, наконец-то проблема решена. Отсоединил его, оно тоже не работает. В чем же причина была, сейчас покажу. Здесь в карбюраторе собралось очень много топливной смеси. Поэтому я открутил вот этот болтик, который наискосок идет. Да, здесь один есть ровненько, а другой наискосок. Я его открутил и слил всю эту жидкость. Я ее слил вот так. Потом закрутил обратно. И буквально с третьего рывка двигатель завелся. Поэтому я был очень сильно рад, что нашел эту проблему. Если вы тоже, как и я, не сильно опытный владелец мотоблока, и у вас будет похожая ситуация, то попробуйте тоже сделать эту манипуляцию. Я эту проблему нашел, исправил и очень рад, что мотоблок снова заработал. Теперь можно работать и даже другим помогать. В общем, здесь у нас, вы помните, росла малина. Рома сделал бороздочку, вот такую вот. Мы ее будем как-то рассаживать, пересаживать. Вот. И сейчас Рома спашет еще вторую половину поля. Там мы уже посадили все, остался этот кусок. И мы досадим бахчу, дыни, арбузы. Покажу длину. Все наше поле, вот там, где Роман спахивает, там почти центр поля. Он скосил здесь предварительно траву, теперь его вспашет и высадим дыни и арбузы. Так, ну в той стороне у нас вишневый сад, малина, ну и дальше тропинка во двор. Как бы с этой стороны мы вам просто не снимали, не показывали. Так, ну пока Роман вспахивает поле, здесь он не вспахал участок, и сейчас я высажу дыни. Арбузы здесь высаживать не буду. Есть у меня семена хорошие, очень вкусные сладкие дыни. Потом, когда мы уже соберем урожай, осенью или весной, вот здесь у меня растет клубника, я буду ее рассаживать либо рядками, либо сделаем грядки для нее. То есть, чтобы здесь такой вот сектор, участок был для клубники. Ну, это такое в планах, а там как получится. Так, здесь я сделала ячейки такие, ямки. Сейчас я пролью водичкой. Где моя лейка? Ага, надо сходить за лейкой.
Еще сегодня хотел сделать такой небольшой декор для палисадника, для сада. Это грибы из цемента. Не знаю, я вроде бы в интернете смотрел, это все делать просто, люди делают, и у всех получается. Поэтому сейчас пойду наберу песка, цемента и попробуем выполнить это задание. Пропорцию буду делать 2 к 1. Оп, дверь открылась. У меня с того года еще остался цемент. Поэтому пару кружечек цемента и в 2 раза больше песка. Это все замесим и будем уже лепить. Песочек тут у нас еще остался. Это мы покупали, не знаю, наверное, года 2-3 назад. Вот, еще немного осталось. В этом году, наверное, еще будем покупать пару тонн, потому что дела запланировано много на лето. Надо будет закупить и щебня немного, и песка. Так, замешали раствор, а для следующего этапа нам понадобится несколько баночек и вот старые колготки или чулки капроновые. Отрезаем такой небольшой кусочек. Раз. Затем натягиваем это на небольшое ведерко. Вот таким образом. Хоп, зафиксировали. И начинаем сюда залаживать цемент. Несколько вот таких лопаток. Раз. 2, 3. Есть. Теперь нужно завязать здесь на нитку. Завязали. Теперь одеваем резиновые перчатки. Достаем это из ведерка. Раз. И стараемся сформировать нашу ножку. Вот таким образом. Раз, ровненько выравниваем. Вот. И подвязываем на веревочку. Таким образом она будет ровненько стоять и подсыхать. Так, и сюда на веревку. Это не та веревка, вот она. Вот. И подвязываем сюда. Если оно вдруг будет немножко ниже опускаться, то все равно цемент будет подсыхать, и можно подходить и формировать такую ножку, какая вам нравится. 4 ножки более-менее сформированы, а теперь нужно сделать шляпку на каждый грибок. Такую же самую делаем процедуру, но теперь это одеваем на банку. И так формируем такую шляпку красивую. Аккуратненько со всех сторон прижимаем. Это, кажется, белый гриб, да? Или боровичок. Вот такие красивые получатся грибочки. 4 ножки сделали, 4 шляпки. Теперь даем отдохнуть, наверное, сутки, чтобы оно хорошо высохло, хорошо просохло. Так, ну что, прошло уже больше суток. Как вы видите, я еще доделал грибочков. То было 4, а теперь 4, наверное, штук 8. И такие средненькие вон сделал, и совсем маленькие. Теперь подошло время снимать эти капроновые колготки и проверять. Наверное, вам тоже видно, что одни светлее, а другие потемнее. Все дело в том, что это я замешивал со старым цементом 1 к 2. А это с новым и 1 к 1. И кажется, вот этот вариант получше. Он прям такой увесистый. Кажется, он будет надежней. Гляньте, какая шляпка получается. Но сейчас сниму. Так, колготок этот. И покажу, как же получается. Серьезно прилипло.
Наверное, колготки хорошие были. Так, а может снизу будет легче распаковать. Оп. Получается. Да, смотрите, вот это 1 к 1, это 2 к 1. Кстати, 2 к 1 снимаются намного легче. Отслаивается, я имею в виду эти колготки. Берешь, это не раз, и уже отслоились. Так что можете выбирать сами, что вам важнее. Прочнее будет гриб, но снимаются колготки сложнее. Или вот такой обычный 2 к 1. Вот. Но снимается очень легко и просто. Кстати, да, наверное, здесь нужно будет еще немножко подзамазать. Поэтому, видите, сверху немножко остались пробелы. Сейчас тоже сделаю цементик, да, вот эти щелки позамажу, потом зашлифую хорошо и буду красить. Кстати, здесь верх ножки не так уж и важен, потому что мы все равно его будем немножко срезать, чтобы шляпка ложилась хорошо и не падала. Вот так я беру и верх ножки спиливаем. Может, вы какой-то другой способ придумаете, может, чем-то будете срезать или счухивать. Ну, как по мне, так это очень быстро. Ну а дальше мы берем какую-нибудь емкость и грунтовку. Я взял грунтовка укрепляющая. Есть еще глубокого действия. Это вы уже смотрите по себе. Вот, наливаем ее в какую-то емкость. И пропитываем. Раз или два. Каждую детальку. Вот так берем и пропитываем. Со всех сторон. Это нужно для того, чтобы наши грибочки не крошились. Потому что, вероятно, будут дожди, зимой даже может быть снега. А так это будет скреплять. Да? Вот так. Со всех сторон. И внутри, и снаружи. В идеале было бы хорошо пропитать грибочки раза 2 этой грунтовкой, чтобы вообще потом не переживать. Она хорошо проникнет в цемент, скрепит верхний слой, и потом также будет и краска очень хорошо ложиться. Так, все покрыли. А теперь сейчас вынесу на улицу и дам ему просохнуть часик или 2. Вот тут на столике красивенько разложим. В общем, у меня здесь еще одно ответственное задание, связанное с покраской. Это задание от Ромы — покрасить его грибочки. В общем, ножки я буду красить в белый цвет, а шляпки, естественно, в красный цвет и в белый горошек. Ну, приступим и посмотрим, что у нас получится. Начну покраску с ножек, а потом покрасим шляпку. Такая спокойная работа. Ой, по покраске. Птички поют, солнышко спряталось. Работать одно удовольствие. Так, пойду одену перчатки, а то вы будете меня ругать, что я снова без перчаток. Так, я тут себе еще и стульчик. О, все, теперь можно работать. Такой прекрасной, спокойной обстановке. Ух, такие увесистые грибочки получились.
Так, один грибочек готов. Поехали следующий. Итак, покрасила ножки в белый цвет и уже поспешила, поторопилась, не включила камеру, не сняла и уже начала красить шляпки. В общем, 4 грибочка это будут мне мухоморчики, красная шляпка, белый горошек, а 4 грибочка будут покрашенные шляпки в коричневый цвет. В общем, покрасила один, любуюсь, радуюсь, так классно получается. Казалось бы, мелочь, а радуешься, как ребенок, что что-то получается. Хорошо, что Роман прогрунтовал цементный раствор. Полностью изделие, краска ложится очень хорошо. Если бы Роман этого не сделал, то песок, цемент, все было бы на кисточке и на краске. И было бы ужасно некрасиво. Так, с моей стороны красиво, с вашей не знаю. Выкрасила наши грибочки, получились такие прям как настоящие грибы. Но обратила внимание, что вот эти мухоморчики, они как-то совсем не мухоморчики получились. Красный цвет недостаточно яркий красный. У меня немного осталось аэрозольной красной краски, поэтому я сейчас яркости добавлю с помощью этой краски. Ну, посмотрим, что получится. Так, получится ли? Аккуратно так. О, немного получается. Ох, какой яркий. Теперь совсем другой вид. Мухоморчики наши стали ярче и похожи на себя. Но какие же мухоморы без белых точек? Добавим сейчас белых точек. Красота. Ой, какая красота получилась. Нравится? Да, 4 мухомора и 4 белых гриба. Мне тоже. Супер. А я уже, кстати, придумал, где их поставить. Где? Мухоморы можно в лесу, а эти возле душа. Давай. Давай Вперед. тогда большие возьму, Так, а ты сначала поменьше. мухоморчики. Да. Ого, они такие по килограмму. Тут Ого. это 3-4 настоящие Красивые. гантели. Ничего себе. Так, я думаю, вот здесь, под хосту. Давай, один большой, один маленький, да? Давай. Раз. Опа. Так, живите. А 2 других на другую сторону давай. Куда? Я их вижу именно вот здесь. Не хватает ярких красок, а эти грибочки как раз... Ой, упал грибочек. Барвинку сюда, да? А ну-ка. О, хорошо. О, Нет, тут вдвоем будет. красавчики. Тома, тебе тоже нравится? Мяу-мяу. А эти 4 грибочка мы понесем к сосенкам. Да, туда, к нам в лесок. Красота будет, да? Мгм. У нас здесь растут сосны, и вот под ними мы поставим наши грибочки. А тут еще и шишек куча. Да. Так, давай шишки поубираем. Тома хвостиком. Пока они поживут тут, а если что, мы их переставим. Вот так
такой вот классный кроватный столик получился у Романа. Конечно, ты мне помогала так хорошо, так красиво выкрасила, даже лаком скрыла, смотрю, да? Да, мы покрыли его еще бесцветным акриловым лаком. Мне очень нравится, и я уверена, что моим родителям понравится тоже. Мы сейчас его отвезем к моим родителям. Ну, а с вами, дорогие зрители, мы уже встретимся в следующем видео. До новых встреч! Пока-пока!